Друзья, привет! Вы на канале Делай Сам. Сегодня будем делать очередную самоделку. Вот из такой вот дощечки. Она у меня уже сухая. Это доска 25 на 100. Нам понадобится два кусочка. Сейчас я все покажу. Вам всем приятного просмотра. Не забудьте подписаться на канал, кто еще не подписался. Но я буду показывать, как я все это делал. Поехали! Первым делом отмечаем два кусочка по 350 миллиметров. Теперь берем две доски, наставляем их за подлицо и для более точной отметки делаю линию обычной ручкой. Теперь от полосы отступаем 50 миллиметров. Это у нас будет центр нашей заготовки. Теперь, я не знаю, все делаю навскидку, да, попробуем сделать отметочки с вами 5, 10, 15, 20, 25, ну не знаю, давайте еще 30 сделаем. Посмотрим, будем пробовать. Теперь с каждой стороны отступим по 10 миллиметров и также сделаем отметочки. Теперь взял сверлышко 2,5 мм и будем сверлить отверстие. Не переживайте, весь так, это все равно козлы рабочие, это так настилы. Теперь сверлим отверстие. И также здесь делаем отверстие 4 по центру. Использовать буду обычные черные саморезы. Теперь выставляем палочку, дощечку, переворачиваем ее и закручиваем на 4 самореза. Теперь берем и накручиваем саморезы. Получилось так. Но мне этого будет много, потому что получается здесь саморезы торчат почти на 30 миллиметров. У меня, к сожалению, сейчас нет коротких. Я сейчас их выровню, чтобы они где-то были у меня 1,6, 1,8 миллиметров выступали все. Ну, считай, все готово, выровнял я, да, все, чтобы одинаково было, получилось-то примерно вот так вот смотрится. Конечно, было бы в идеале, я думаю, что короче саморез, ну, какие есть, таких и будем делать, неохота в магазин ехать. Осталось теперь нам сделать ручку, и приспособление наше уже готово. Ручку буду делать с обычного бруска, 100 миллиметров отрежу, другой, наверное, 130. Может, давайте 150 уже сделаем, больше не меньше. Одну часть я просто грубо обработал топориком, чтобы можно было держать в руке. Правда, тут пропил какой-то непонятный, это фигня, все не мешает. Сейчас этот брусочек ставим вот сюда. Вот так вот. И закрутим его сразу на саморезы. Прям так. Теперь надо поставить вторую. Для этого сейчас наметим сквозное отверстие. Выставим примерно по центру. Ну, примерно, опять же, это все навскидку. О, офигеть. Так, ну еще сейчас два саморезика еще прикручу. Чтобы она уже наверняка никуда не делась. Все, теперь уж точно никуда не денется. Теперь идем пробовать. Тема, я думаю, будет рабочая. Прям делать на скорую руку. Начал делать стенки на перегородке в санузле. Первый ряд я посадил на цемент.
А теперь нам нужно первый ряд проложить арматурой. Я буду делать при помощи арматуры, при помощи восьмерки. Теперь мы берем, для чего мы выставили, чтобы у нас был упор. Теперь берем лопатку, ну, я такую делал лопатку, очень хорошая штука, прям до сих пор пользуюсь. И надламываем все эти части. Ну, как глубина, как мы и сделали. Берем кисточку или что-нибудь такое, что можно было вымести. Получилась такая вот канавочка, в которую восьмерка арматура прям укладывается за подлицо, да? Даже не за подлицо, но ниже, потому что сначала наливается краевая основа, и потом утапливается арматура. Ну, сейчас я покажу, сейчас зачищу, сделаю и покажу. Так, все заполнил раствором, в стене сделал отверстие, чтобы можно ставить было арматуру. Заранее ее загнул, теперь вставляем в отверстие туда и утапливаем. Арматура должна быть утоплена в растворе. А не просто лежать. Сначала многие строители делают таким образом. Они арматуру кладут, а потом сверху заливают раствором. Но это все неправильно. Правильно вот таким образом делать. Заполнять и сверху арматуру. Излишки обязательно надо убрать, чтобы было ровненько. Получается вот таким вот образом. Арматура утоплена, все ровненько. Теперь оставляем, чтобы это все дело высохло. И начинаем кладку дальше. Друзья, ну как видели, приспособа реально рабочая. Я уж подобие что-то делал. Здесь я бы немножко по-другому сделал. Ни один саморез не пострадал. Как видели, делается буквально за 5 минут и море пользы. Конечно, можно было бы это сделать и при помощи штрабления, но у меня нет штробореза и нету пылесоса строительного. А с такой задачей можно справиться и так. Вам, конечно, друзья, всем огромное спасибо, кто смотрит меня, кто поддерживает. Если понравился, по лайку, обязательно прокомментируйте, расскажите, как вы строитесь. Но я с вами прощаюсь, пошел заниматься дальше своим строительством. Вам я всем крепко жму руку, до новых встреч, пока-пока.